Всем здравствуйте! Для вас я подготовил подробное видео о классе врач в Battlefield 5. При создании ролика я исходил из всех тех гайдов, которые я посмотрел о врачах, и попытался разобрать этот класс максимально подробно, так как я считаю, что это важнейший класс, и иногда его не хватает в команде. Ну и разобрать некоторые детали, о которых еще никто не говорил. Ну что ж, можем начинать. В первую очередь, о чем хочется сказать, это о том, что стоит забыть о вашем КД, хорошем КД, соотношении убийств к смертям. Это если мы говорим о настоящей игре за медика, имея в виду, что у вас может быть счет, допустим, 3 убийства и 10 смертей, но при этом вы можете быть на втором месте за счет того, что вы спасаете союзников, кидаете аптечки или бинты. Играя за врача, можно подметить то, что, например, в конце раунда, когда счет вашей команды и врага примерно одинаковый, и вот-вот решится исход раунда, вы можете успеть спасти союзника, который у вас в команде на первом месте, и именно он может изменить ход игры в вашу пользу. Так как если союзника не спасти, ему придется подождать анимацию прогрузки, потом, пока он сможет выбрать, где ему заспавниться, на союзника или на точку. Часто бывает, что если на точку спавнится, то это где-то далеко от центра, и пока добежишь, столько времени теряется. Если появляешься на союзнике, а он может быть в бою, и это еще непонятно, сколько времени тратится. А тут ты раз и спас своего союзника, и он в самой гуще событий. Но иногда меня посещают такие мысли, что если бы я играл, например, за штурмовика или поддержку, то, возможно, именно из-за меня моя команда бы выиграла, так как я считаю класс врача слабее, чем штурмовик и поддержка. Возможно, нужна была бы помощь против техники, или у кого-то закончились патроны и дать пулеметную очередь на скопление противников, и будет хорошее подавление. Но кто знает. Важно, что все ваши мысли должны быть направлены на спасение товарищей, а только потом на бой, перестрелки, так как в ваших руках жизни ваших раненых союзников, поэтому сначала спасти, а потом воевать. Во время сражения ваш союзник падает раненым, и видя это, ты понимаешь, что рискуя собственной жизнью, ты готов пойти на такое, подбежать и спасти своего союзника. Тем более, как это сделали в Battlefield 5. Такую кинематографичную анимацию, я бы сказал. И после этого, не знаю как у вас, но мне становится так приятно и гордо, что ли, за это, что я смог спасти еще одного союзника. Конечно, я могу что-то упустить, так как немного наиграл часов в 5-м Battlefield, где-то 150, и, возможно, что-то упускаю. Но я хорошо знаком с этим классом еще с 3-го, 4-го и 1-го Battlefield. Флаг захватывает враг и виден перевес. Если вы чувствуете, что не справляетесь, пробежитесь и спасите раненых товарищей, потому что каждый союзник в области захвата флага это преимущество. А если вас ранили, не нажимайте сразу правую кнопку мыши. Оцените обстановку вокруг. Возможно, рядом есть врачи, и они вас спасут. Можете также посмотреть через стены, увидите голубой силуэт или зеленый. Это врачи и ваши союзники по отряду. Они вас также могут спасти. Они не всегда видны в нижней правой части, где пишут сколько метров от вас врач. И к тому же это стоит команде 1 очко возрождения. Если обстановка позволяет, можете убить врага в рукопашную. В таком случае вражеский медик не сможет его спасти. Если вы командир в отряде, не забывайте отдавать приказы. Я считаю, что это важно, особенно если в команде играет новичок и видит, что один из флагом загорелся зеленым. Значит, его надо захватывать. Иногда бывает, что игроки, захватив точку, не знают, куда дальше идти. У меня такое было. Командир должен оценить ситуацию и отдать приказ туда, куда большая часть команды пойдет. Короче, здесь не все так и просто. В первом Battlefield был такой перк, играя за врача, если ты помечал раненого союзника, то вокруг него появлялась дымовая завеса. В 5-й части сделали что-то похожее, но уже с подствольным гранатометом. Как по мне, удобнее с дымовыми.
нажал кнопку и кинул. А так, пока ты поменяешь оружие, потом обратно, слишком много времени теряется. У меня иногда бывало так, когда я ранен и вижу поблизости медика, то жду его, но без больших надежд. И иногда бывают вот такие ситуации. Может быть так, что кто тебя спас, дал тебе возможность спасти ситуацию, так сказать. Возможно, именно ты нужен в этой ситуации. Или бывает вот так. I'm here for you. Calm, I'm fixing you. Когда вокруг нет врачей, кроме тебя, вот как можно изменить положение в бою. Видите, что союзник спасает раненого? Подойдите и прикройте. В этот момент он очень уязвим. Выбирайте. Классы в отряде сбалансировано. Особенно если вы играете с друзьями, то можете договориться и обсудить это. Пускай хотя бы один врач и штурмовик будет. Мне кажется, это важно, так как один хорош против техники, второй спасает, ну и поддержка не помешает, будет снабжать боеприпасами. Перед началом боя можете нажать на Tab, посмотреть, кто у вас в команде, кто враги, оцените обстановку, кто какого уровня и спрогнозировать, кто будет побеждать. Если вы загорелись, отойдите от огня и ляжьте, не двигайтесь. Во-первых, вы перестанете гореть, ну и во-вторых, это может спасти вам жизнь. И сможете что-то еще сделать для своей команды. Up you go, soldier. Это сложно, конечно, но помните, тупо бежать спасать товарищей по команде, при этом не оценив, что вокруг вас, создаст для команды дополнительную проблему. Приняв неправильное решение о спасении союзника где-то на вражеской территории, приведет к тому, что вас убьют, и кому-то придется бегать и спасать вас. И никакие дымовые не помогут. Конечно, во время какого-то бурного замеса у вас просто на это не будет времени, или вы спасаете, или уходите оттуда. Но я считаю, что это приходит со временем, и вы научитесь этому. Ну и самое базовое, о чем большинство знают, это медпакет. Кидаете его, где скопление союзников, чтобы вы лечились. Я к ним как-то уже привык еще с третьего Battlefield вместо бинтов. Конечно, иногда я замечаю, если только один союзник рядом со мной, и у него мало здоровья, я ему также кидаю аптечку. Короче, видите кого-то с недостаточным здоровьем, кидайте аптечку. Также, если у вас в руках аптечка, если вы ее держите в руках, вы можете лечить рядом союзников. Выбирайте оружие, исходя из обстановки. Ну, здесь, я думаю, все и так это знают, но решил просто подметить, чтоб не бегали с одним стволом, к которому привыкли, может оказаться так, что новый будет еще лучше. Ну а теперь, наверное, одно из основных задач игры за врача – это тактика. По моему мнению, класс медика слабее штурмовика или поддержки. Я, конечно же, могу ошибаться, и из-за этого врач, если он действительно отыгрывает роль медика, в команде должен держаться так, чтобы его просто не убили. Наблюдаем за миникартой, оцениваем обстановку, следим, кого ранили, оцени свои возможности. Сможешь ли ты добежать и спасти союзника, или тебя завалят? Что касается боя, то я считаю, стоит держаться ближе к команде, потому что один в поле не воин, если ты врач. Так что просто воюем, но внимательно, и наблюдаем за миникартой. По тактике ударил, отступил. Иногда, когда ваша команда побеждает, вы можете позволить себе вольность и побегать более открыто. Иногда вы или кто-то из команды замечает читера. Конечно же, надо сообщить о таких вещах, а не оставлять. Я сейчас покажу, как можно кинуть репорт.
Бывают раунды, когда ваша команда проигрывает. И не всегда из-за того, что плохие союзники или тупят. Бывает, что враги опытнее. Если нажмете Tab и понаблюдаете, кто какого уровня, у вас союзники и у врагов в команде, то можно примерно прикинуть картину игры. Я обратил внимание на то, что когда противник побеждает, это проявляется в более четкой и слаженной тактике. Они в основном передвигаются вместе. Если это одиночка, то однозначно опытный игрок, знающий свое оружие и уверен в исходе боя. Если вы услышите вот этот звук, и вы находитесь в людном месте, бегите оттуда. Это ракета врага. Скорее всего, упадет там, где больше всего ваших союзников. Но также это может быть и союзный. Но лучше убежать побыстрее. Это был обзор на класс врача в игре Battlefield 5. Надеюсь, то, что я описал в этом видео, действительно что-то новое, и это поможет вам на поле боя. Буду рад вашему лайку и подписке на канал. Спасибо всем вам и до свидания. Werfe Rauchgranate!